I remember an old story. Мне вспоминается стародавняя история. That in 1975, Prabhupada visited Atlanta Temple on Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's appearance day. Я вспоминаю, как на день явления Бхактисиддханты Сарасвати в 1975 году Шрила Прабхупада посетил исконовский храм. Then we witnessed Prabhupada doing the arati for Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Все мы стали свидетелями тому, как Шрила Прабхупада совершал арати Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру. Then about 80 devotees, about 3 busloads of devotees, went to see Prabhupada in his quarters. И затем был даршан. Около 80 преданных пришли на даршан к Шриле Прабхупаде. So seeing about 80 brahmacharis sitting in front of him, Prabhupada became very happy. И видя вокруг себя 80 брамачари, Шрила Прабхупада испытывал счастье. My Guru Maharaj very much liked his brahmachari life. Он сказал, моему Гуру Махараджу очень нравилась эта брамачарская жизнь. You can sleep anywhere. Вы в состоянии спать вообще в любых условиях. But if you get married, then there's so much trouble. Но стоит вам жениться, так тут же на вас навалится множество проблем. Then my jaw dropped. My God, he's trying to save us from so much trouble. Я был потрясен этими словами. Я решил, он хочет избавить нас от такого большого количества проблем. So Prabhupada pointed to 2 householders. Like them you can take. If it does not go away. He said, you preach and you pray to Krishna. And Krishna can make this itching sensation go away. Затем Шрила Прабхупада сказал, вы молитесь Кришне и проповедуйте, тогда Кришна избавит вас от беспокойства. А если не сможете избавиться от беспокойства, то можете, дальше он 2 пальцами показал на домохозяев, находящихся поблизости, тогда вы можете принять их образ жизни. Then you could have waited you waited for 10 seconds. He waited for 10 seconds to let us eat that. Потом он помолчал 10 секунд, дав нам возможность переварить его слова. And he roared again. И снова повторил их. You preach and you pray to Krishna, and Krishna can make this itching sensation go away. Вы проповедуете, молитесь Кришне, и Кришна может избавить вас от этих беспокойств. But if it does not go away, then like them you can take. Но если беспокойство не уходит, то тогда вы, подобно им, можете принять их образ He was жизни. pointing to 2 householders in the back. И показал на 2 домохозяев, которые стояли сзади. And both of them suffered like hell. Оба они испытывали адские страдания. Gadidas tried to marry a beautiful girl. Гадидас попытался жениться на красавице. And he really suffered. И очень большие страдания испытывал от этого. And Ajadas tried to marry 2. Аджадас попытался жениться на 2. And one of them took him to court for polygamy. И одна из этих 2 затаскала его по судам за полигамию. So that's interesting. Prabhupada never closed the door in getting married if you wanted to get married. Иначе говоря, Шрила Прабхупада никогда не исключал возможности жениться для тех, кто хотел этого. In 1971, he said, В 1971 году он сказал, I got them married for them to become gentleman and gentle lady, but they're not. So I'm not sanctioning any more marriages. You get married at your own risk. я поощрял эти браки для того, чтобы мои ученики становились добропорядочными мужчинами и женщинами, но я вижу, что этот результат не достигается, поэтому теперь женитесь и выходите замуж на свой страх и риск. We have a great debt to pay for Prabhupada's establishing ISKCON because basically everything we have is from him. Шрила Прабхупада установил ИСККОН, и мы в связи с этим перед ним в огромном долгу, потому что все то, что мы здесь имеем, мы имеем благодаря ему. He left 38 years ago. 38 лет назад он покинул этот мир. Still the society is going on because of him. И все до сих пор это общество продолжает благодаря ему существовать. Like Bhanu Swami said nicely that Prabhupada established everything so that it can continue after his departure. Бхану Махарадж сказал, что Шрила Прабхупада установил все необходимое, и после его так, чтобы после его ухода можно было продолжить все это. So I thought I would describe my reminiscence. И услышав это, я решил, что мне нужно поделиться своими воспоминаниями. We should give something further.
Maharaj should tell something further. Maharaj should tell something further or what? No, he should say something further. Yeah. It's your program. What if I quit? What if I finish? А что, если я на этом закончу свое выступление? You've got another 15 minutes. Another 15 Еще minutes? 15 минут. Okay. Хорошо. We'll serve Maharaj's desire. Постараемся удовлетворить желание Махараджа. Is there any questions? Есть ли вопросы преданные? Because if you have a question, you have a relationship. And if you don't have a question, where is your relationship? Потому что если вы вопросы задаете, означает, что у вас есть отношения. А если не задаете вопросов, то где же они? The Sanskrit word manishana means intelligent. Санскритское слово манишна переводится разум. And manu means human being. Однокоренное санскритское слово ману означает человек. So if you don't have a question, look in the mirror and ask yourself, am I a human being? Вывод такой, что если вопросов не возникает, нужно посмотреть на себя в зеркало и задать себе вопрос, человек ли я вообще? The best question is a written question. Самые лучшие вопросы – это вопросы на записках. Because it's anonymous, nobody knows who spoke it. Они анонимные, никто не догадается, кто задал вопрос. And it helps a person to edit what they're thinking. Пока человек пишет вопрос, он может его четко And сформулировать. to stop any criticism like, why are you asking this question? Еще он не навлечет на себя критику, никто у него не спросит, а чего это ты задал такой вопрос? And it doesn't matter spiritual or material question. Something is better than nothing. Что-то лучше, чем совсем ничего, поэтому какой будет вопрос, духовный или материальный, совершенно не важно. And if we do not get questions from the children, we're all in trouble. Если наши дети не задают вопросов, это означает, что общество наше в So беде. we saw a few hands. Вот я увидел несколько поднятых рук. Кто первый задаст вопрос? Ну, может быть, Бана Махарадж, он когда свое выступление, Бана Махарадж, он когда делал свое выступление, он кое-что сказал о том, что общество, которое создал Бхактисиданта Сарасвати, да, развалилось, ну, начало разваливаться. И мы можем тоже наблюдать, что в нашем обществе преданные, они также, ну, периодически уходят, также различные матхи, которые созданы были Бхактисиданта Сарасвати. У меня вопрос к вам, может быть, Махараджа, может быть, также что-то сказать, мнение их. По какой причине преданные, в принципе, оставляют это общество, хотя здесь все хорошо. Шрила Прабхупада милостиво все дал, Господь дает все, что нужно, но мы почему-то оставляем это общество, думаем, что там лучше. Мурари, вы переведете все это или нет? Тогда я закончу пока. Banu Maharaj told how Gaudiya Math became divided, and now we can see in our ISKCON movement that sometimes even if we have all these gifts given to us by Srila Prabhupada, and even if everything is okay in ISKCON anyway, some people are going to join other maths or even go from Krishna consciousness, go away from Krishna consciousness. Why it is so? What is the cause? The cause is material desires. Причиной этому явлению служат материальные желания. Prabhupada said that don't be surprised who leaves, be surprised who stays. Шрила Прабхупада говорил, не удивляйтесь, что кто-то уходит, удивляйтесь, что кто-то остается. I remember in the old days that we were thinking, God, where will I get prasadam if I leave ISKCON? Я помню, как в старые добрые времена мы задумывались, если я уйду из ISKCON, где же я достану прасад? Previously, nowadays you can get prasad anywhere. А сейчас такое время, что прасад можно везде достать. But previously you could only get it in our temples. А раньше прасад был доступен только в храмах. So you used to think, God, how will I get prasadam if I leave ISKCON? Поэтому мы и думали, если я уйду из ISKCON, где я раздобуду прасад? So you used to tolerate a lot. Поэтому многое пришлось ради этого терпеть. In order to get prasadam. Чтобы прасад был.
Поделитесь, пожалуйста, вашими воспоминаниями об отношениях со Шрилой Прабхупадой. Please share with us some of your impressions about related to your relationship with Srila Prabhupada. I told the story. That's really the essence of the relationship. Вот я вам эту историю рассказал, она является сутью моих с ним отношений. Как всегда помнить о Кришне, особенно во время работы? How can we always remember of Krishna, especially when we do our job? You dedicate the fruits. Нужно посвящать плоды работы Кришне. In Bhagavad Gita, chapter 18, it says, it's not possible to be renounced. В 18 главе Бхагавад-гиты говорится, что невозможно быть отреченным. But one who gives up the fruits of his activities is really renounced. Но по-настоящему отреченным является тот, кто отказывается от плодов своей деятельности. Of course, something that sinful business cannot be condoned. Конечно, под этим делом нельзя оправдать какие-либо греховные поступки. You know, selling meat, selling liquor. Например, торговлю мясом и вином. So tell people to get another job. Get another job. Таким людям мы говорим сменить работу. Махарадж, можете рассказать о Шриле Прабхупаде до основания ИСККОН в Америке? Please tell us some stories of Srila Prabhupada before he registered ISKCON in America. Tell some stories Before he started ISKCON. Before he started ISKCON in America? Oh, that would be staying in the house of Sally Agarwal. Read the Lilamrita. Почитайте Шрила Прабхупаду Лиламриту, там все есть. Там много всяких историй. Как отличить фанатизм от истинного преданного служения? What is the difference between fanatical practice of Krishna consciousness and real devotional service? Fanatical means your own idea. Фанатичное следование означает следование собственным идеям. Real devotional service follows the instructions of the previous devotees, previous teachers. Истинное преданное служение основано на наставлениях предшествующих вайшнавов. We may have some idea, but the real ideas are the previous teachers. У нас могут быть какие-то собственные представления о том или об этом, но настоящими идеями и представлениями являются представления предшествующих вайшнавов. We need something further? Нужны еще вопросы. Можете рассказать о вашей первой встрече с Прабхупадой, знакомстве с ним? Please tell us about your first meeting with Srila Prabhupada. I remember the San Francisco Rath Yatra in 1974. Я помню, как в Сан-Франциско в 1975 году была Радха-ятра. That Prabhupada was dancing on the Rath Yatra cart. И, excuse me? Prabhupada was dancing on the Rath Yatra cart. Шрила Прабхупада танцевал на колеснице. And the sannyasi Guru Kripa was dancing also. Гуру Крипа и танцевал тоже. He was an interesting fellow. И он был очень интересной личностью. Once when he was GBC of Vrindavan, Однажды, будучи GBC по Вриндавану, in 1977, there was a devotee who was cooking everything called Vibhu Chaitanya Das. был там один преданный Вибху Чайтанья Дас. Это был 1977 год, и он там готовил все So подношения. Guru Kripa was wondering, is he chanting his japa? Гуру Крипе Прабху было интересно, а повторяет ли Вибху Чайтанья джапу или нет. So he complained to Srila Prabhupada. Он пожаловался, он обратился с этим к Шриле Прабхупаде. Prabhupada says, with such a bhava that he's God, then how could he not be chanting? Шрила Прабхупада сказал, при том умонастроении, при той бхаве, в которой он находится, как такое может быть, чтобы он не воспевал? He's always singing the bhajans of Narottam Das Thakur, Он всегда поет баджаны Нароттама Даса Такура. and his feet don't even touch the ground. И когда он идет, то не касается земли. So he said,
how do I know you're chanting your japa? А потом он сказал Гуру Крипе, а откуда мне знать, повторяете вы свою джапу или нет? Guru Kripa tells a story about every departure of Prabhupada. He tells his story. Эту историю Гуру Крипа рассказывает на каждый день ухода Шрилы Прабхупады, каждый год. And it's really important to him. Эта история ему очень дорога. And it should be dear to us also. Нам она тоже должна стать дорогой. See, somebody woke up Guru Kripa at night. Однажды Гуру Крипу Прабху кто-то разбудил посреди About ночи. 1 o'clock in the morning. Было около часа ночи. If anybody tried to wake him at 1 o'clock in the morning, they'd probably get a punch in the nose. Попробовал бы кто-нибудь разбудить его в час ночи, он тут же получил бы залипуху в нос. Probably wants to see you. Но ему говорят, Шрила Прабхупада хочет тебя видеть. И Гуру Крипа говорит, что правда, что ли? So Prabhupada went to see Prabhupada. И Гуру Крипа отправился к Шриле Прабхупаде. Prabhupada asked him, what were you doing? Шрила Прабхупада спросил у него, что ты делал? Well, I was sleeping, Srila Prabhupada. Я спал, Шрила Прабхупада. Why? А почему? Well, I was tired, Srila Prabhupada. Потому что устал. Why? Почему? If you're performing devotional service, you should get energy from that. Если ты совершаешь преданное служение, у тебя должно прибавляться сил от этого. Well, I'm conditioned, Srila Prabhupada. Ну, я обусловленный, Шрила Прабхупада. Why? А почему? So then Guru Kripa was completely awake. К этому моменту Гуру Крипа Прабху уже полностью проснулся. So he said to Prabhupada, I'm conditioned because I want to be conditioned. И тогда Гуру Крипа Yes. Прабху сказал, я обусловлен, потому что хочу этого. И Шрила Прабхупада сказал, да. So that is the reason that Prabhupada said, yeah, you shouldn't be conditioned. Prabhupada said, yes, you should not be И conditioned. потом Шрила Прабхупада сказал, тебе не следует оставаться в обусловленном состоянии. So basically, Guru Kripa tells his story every departure of Prabhupada. И на каждый день ухода Шрилы Прабхупады Гуру Крипа Прабху рассказывает эту историю. Как вам фестиваль? Вы еще приедете к нам? What is your impression on all this Altai festival, and will you come to us again or not? It really depends on the authorities. Это зависит от местных авторитетов. They call me here very less. Они меня сюда очень редко зовут. Once every 3 years, once every 4 years, Раз в 3 года или в 5 лет they call me. зовут меня. How do you like it? How do you like it? That was the question. The program is normal. Basically, how do you like it? It's like everything, every place when you travel is like the same. Все места, куда приезжаешь, везде все одно и то же. Every place is the same, really. So you can't say you like everywhere. Так что, а сказать, что везде нравится, нельзя сказать. Если так плоха семейная жизнь, как же освободиться от горячего желания выйти замуж и иметь семью? How can we get rid of our intense desire to get married and have family if family life is so bad? How can we become liberated from such desire? Just ask the householders about it. They'll tell you about it. Вы расспрашиваете домохозяев о том, что такое семейная жизнь, и они вам One расскажут. Australian householder told me the story that in brahmachari life he didn't know what it meant to be tolerant. Один домохозяин из Австралии сказал, что когда он был в брамачаре, он не понимал, что такое быть терпеливым. Now that he's a householder, he understands what his tolerance means, but it's too late now. А теперь стал домохозяином, понял, что такое терпение, но уже поздно. Bhaktivinoda Thakur says that the association of young ladies is very pleasing, but very quickly it becomes painful and pulls out the life force of the living entities. Бхактивинода Такур говорил как-то, что общение с молодыми девушками доставляет радость и удовольствие, но довольно быстро начинает причинять боль и снижает уровень сознания живого существа. So one should become internally focused. Поэтому нужно всегда сохранять сосредоточенность. If you're attached to 20 objects of the senses, marrying one makes sense. Если человек одновременно привязан к 20 женщинам, то есть смысл жениться на одной из них. One previous householder who was a pujari, Один домохозяин, который был пуджари,
Said the first 6 months of marriage they do everything together, then they come back to the real world. Рассказывал, что в течение первых 6 месяцев семейной жизни супруги ладят между собой, а после 6 месяцев, по прошествии 6 месяцев, они возвращаются в реальность оба. So you should reveal your mind and confidence to householders who you trust. Нужно раскрыть свой ум тем домохозяевам, которым вы доверяете, поделиться сокровенным. When you consider the high divorce rate in the CIS, compatibility is really important. Нужно принять во внимание высокую статистику по разводам в СНГ и на основе этого понять, что в браке огромную роль играет совместимость между супругами. The joke says that he likes Krishna or she likes Krishna doesn't mean they're going to like each other. Кришна нравится ему, Кришна нравится ей, но это вовсе не значит, что они понравятся друг другу. So really compatibility is really important. Поэтому совместимость очень важна. We have to protect the younger generation. Нужно защитить подрастающее поколение from being sorry about their activities. от того, чтобы им потом пришлось впоследствии сожалеть о том, чем они занимались в прошлом. Better safe than sorry. Лучше защитить их заранее. Better to wait than to jump. Лучше выждать, чем предпринимать активные действия. Something further? Есть ли еще вопросы? А можете рассказать что-нибудь о Вишнуджане с вами и о ваших с ним взаимоотношениях? Please tell us something about Vishnujana Swami and your relations with him. He was father. Он был для всех нас как отец. What can I say? Что еще могу сказать о нем? He was father. He was very affectionate. He was like a father. Он был очень таким любящим отцом по отношению к нам ко всем. On the bus, life on the bus was like any bhakta's dream. И жизнь совместная с ним в одном общем автобусе была мечтой каждого бхакта. At Mangalartik, they offered sweet rice with strawberries and blueberries in it, or coconut in it. It was like На Мангаларте предлагалась сладость, состоящая из сладкого риса, сливок, ягод и кокосовой стружки. So that was really nice. Это было просто замечательно. And then also was at breakfast time, then used to have halava with dripping with ghee. А на завтрак давали халаву, из которой текло топленое масло ghee. Vishnujana Swami was a really good cook. Вишнуджана Свами умел очень хорошо готовить. At noon, Arti, then I remembered that they had wet cauliflower vegetable with sharks in it, with puris in it. В полуденное арати давали сабджи с цветной капустой и с пури. And then also at 4 o'clock in the afternoon was Radha Damodar nectar time. А в 16:00 наставало время нектара Радхи Дамодара. So it was frozen strawberries and frozen orange juice with buttermilk in it. Это были сливки, клубника и апельсиновый сок. Все это смешанное и охлажденное. And I remember that Vishnujana Swami had an old chalice, prasadam chalice from Radha Damodar that he was drinking out of. И я помню, как Вишнуджана с вами пил этот напиток. When I used to bring it up to him, he used to go, dive in the ocean of nectar, and he would drink it. He would drink it like anything. Когда я приносил ему стакан с этим напитком, он кричал как безумный: утопись в океане нектара, и осушал этот стакан. Plus I never saw anybody in my life could play like that. Я ничего подобного в своей жизни, такого поведения никогда ни у кого не видел. See, before he joined the mission, then he was the keyboard player for one rock group called Jefferson Airplane. До присоединения к Искону он был музыкантом-клавишником в одной группе, которая называлась Jefferson Airplane. So he used to play riffs on the harmonium like I never saw before. He would go from one side to the other without even looking. Он очень виртуозно играл на физгармонии, переходя от крайней октавы до другой крайней октавы, и даже не смотрел на клавиши при этом. And he would play mridanga like anything. Также он мастерски играл на мриданге. And I was amazed. Я был очень потрясен этим.
Tamal Krishna Maharaj, he wasn't a good cook at all. А вот Тамал Кришна Госвами не умел готовить совсем. Sometimes he was forced to cook because his friend Vishnujana Swami cooked. Иногда, поскольку его друг Вишнуджана с вами готовил, его тоже заставляли готовить. Tamal Krishna Maharaj once asked me, "How did you like the cauliflower sabji?" Однажды Тамал Кришна Госвами спросил, как тебе вот это сабджи с цветной капустой? Понравилось он тебе? Nah, it was lousy. Я сказал, нет, паршивая сабджи. Oh, I made it. И тогда Тамал Кришна Госвами Oh, it сказал, was great. это я его и приготовил. Then he would laugh and he would say, "You don't have to say that. You can speak the truth." И потом мы посмеялись, и он хутот. He would say, "You don't have to speak the. You don't have to say that. You can speak the truth." И потом Тамал Кришна Госвами Махарадж сказал, не надо было тебе этого говорить, надо было, чтобы ты сказал правду. He was not a good cook. Don't ask me how to make it. I'll tell you how it should taste. Тамал Кришна Госвами не был хорошим поваром, был хорошим менеджером. Он говорил, не спрашивай, как готовить, я могу тебе рассказать, как оно должно быть на вкус. He was a connoisseur. He was a taster. He was not a maker. То есть он был дегустатором, но и поваром. But he was a good manager. He could manage his way out of a brown paper bag. Зато он был хорошим менеджером и очень хорошо управлял людьми. Once on Radharani's appearance day, they gave me the task of making 25 preparations for each of the qualities of Srimati Radharani. Однажды на Радхаштаме мне поручили приготовить 25 подношений по числу качеств Шримати Радхарани. So halfway through, I thought, I'm never going to make it. И я думал, что не справлюсь с этой задачей. So I wrote a note to him, and I said, I'm never going to do it. Can you help me? Я написал Тамал Кришне Госвами записку, я с этим не справлюсь, можешь ли ты мне помочь? And he read the note and he shook his head, yeah. Он прочитал записку, покачал головой в знак согласия. Then he came to me and he asked, who's doing what, where? Who's doing what? Are they doing, where are they doing it? И придя, Тамал Кришна Госвами спросил, кто здесь что делает и когда делает. So I explained where the devotees were doing what, where. И я ему рассказал, что, где и как. Then he organized it really good. Тамал Кришна Госвами все очень замечательно организовал. Ultimately, I just had to make the pakoras and the puris, and everything was finished. В итоге мне пришлось просто сделать пури-покоры, и на этом все закончилось. So I want to thank him for that. Я захотел его поблагодарить за эту организацию. He was really a good manager. Он очень хороший менеджер. Once Burijan was offering obeisances as his samadhi. Tamalska samadhi. Однажды Буриджан Прабhu предлагал поклоны самадхи Тамал Кришна Госвами. One British lady said, I think he knew. И одна Матаджи английская сказала, мне кажется, что это начинающий. And then I turned to Burijan, I said, you don't believe that bull, do you? You don't believe that bull stool, do you? Story. И тогда, потом эта Матаджи сказала Буриджану Прабху, но ведь вы же не верите в качество этой личности, ведь правда? And then he said, oh, I know Tamal like the back of my hand. Буриджан Прабху сказал, я знаю Тамала как свои 5 пальцев. Of course he didn't know. Didn't know what? He didn't know that he was going to leave his body. Конечно же, Тамал Кришна Госвами не знал, что ему предстоит оставить тело. If he would have known, then he would not have gotten in the taxi. Если бы он знал, что ему оставлять тело, то он бы в это такси не сел. But he was a good manager. He could manage his way out of anything. Но он был хорошим менеджером и замечательно управлял всем и вся. One of the last GBC meetings he went to. На последнюю встречу GBC, в которой участвовал Тамал Кришна Госвами, Then what they did is they made a VEB in Vrindavan, Vaishnava Executive Board in Vrindavan. Who made? The GBC made. Так вот, на эту встречу GBC члены GBC устроили Vaishnava Executive Board. Собрали собрание для управления Вриндаваном. So basically, then Tamal turned to Gopal Krishna Maharaj and asked,
what have you done in Vrindavan? Тамал Кришна Госвами Махарадж повернулся к Гопалу Кришне Госвами и спросил, что ты сделал здесь во Вриндаване? So that's interesting stuff. Интересная история. Something further? Есть ли еще вопросы? Hey, are we finished now? Или нам заканчивать? We're over time. Мы превысили время. Arti can start eventually. They say you can continue. But Arti is not started yet. Но ведь Арати еще не началось. So we can continue until the Arti starts. Так что мы можем начать, пока Арати не начнет. Продолжать, пока Арати не начнется. Она уже как 10 минут идет. Arati is considered to be for 10 minutes already. It's going on. 10 minutes. Итак, давайте примем участие в Арати. Шрила Бхакти Шраба Мадхава Махараджа Ки. Прабхупада Ки. Прабхупада Ки.